Привет, привет! Сегодня у нас вопрос века. Как понимать носителей языка? Шучу. Это не самый важный вопрос, но я часто слышу этот вопрос от своих студентов. И у меня такая же проблема. Я не понимаю носителей языка. Я изучаю испанский язык уже год или два. Мне кажется, что я довольно хорошо знаю испанский язык. И вот я встречаю носителя языка, и я ничего не понимаю. Какой ужас! Вот он момент. Я должна говорить, но я слушаю его внимательно и ничего не понимаю. Конечно, я понимаю 30% или чуть больше, чуть меньше, но я не понимаю все. Почему я не понимаю носителей языка? В этом видео я расскажу вам, почему носители говорят так быстро и как улучшить свой русский язык. Добрый день, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. На канале Practical Russian мы практикуем русский язык. Я учитель русского языка. Я помогаю вам улучшить свой русский и понять грамматику. Здесь мы изучаем русскую грамматику в контексте. Я пишу небольшие истории. Книга с историями есть по ссылке внизу. Там транскрипции и аудиофайлы к историям. И также внизу есть файл с фразами. Это бесплатный файл с разговорными фразами. Вам нужно знать эти фразы. Это бесплатно, ссылка внизу. Так вот, как понимать носителей языка? Самый очевидный ответ, конечно, будет говорить с носителями языка. Вам нужно больше говорить с носителями. Но вы не понимаете, что человек говорит. Например, у вас есть друг-носитель. Вы говорите с ним, но вы не понимаете, что он говорит. Поэтому вам нужно заниматься самостоятельно. Вам нужно тренировать свой слух дома самостоятельно. Или у вас нет друга-носителя, тогда вам точно нужно заниматься дома самостоятельно. Вам нужно тренировать свой слух. Вы также можете заниматься с учителем, носителем. В своем видео я рассказываю, нужен ли вам учитель. Может быть да, может быть нет. Это видео есть на канале, вы можете посмотреть его. Так вот, вы изучаете русский язык, но вы не понимаете, что говорят носители. Русские люди говорят очень быстро. Почему носители говорят так быстро? Почему русские говорят так быстро? На самом деле люди говорят с обычной скоростью. Русские люди говорят как обычно. Это вам кажется, что они говорят быстро. Это для вас русский язык новый язык. Это для вас русский язык иностранный язык. Русские говорят как обычно. Китайцы говорят как обычно. Люди говорят с обычной скоростью. Одна из проблем, почему иностранцам трудно понимать носителей русского, это как русские говорят. В русском языке можно менять порядок слов в предложении. Например, я говорю «она молодец» или «молодец она». Я могу менять слова в предложении.
В других языках нельзя менять порядок слов. В русском языке можно говорить, как ты хочешь. Поэтому студентам трудно понимать, что говорят русские люди. Как понимать носителей? Мой ответ — слушать. Нужно много слушать, слушать и еще раз слушать. Вам нужно тренировать свой слух. Вы можете смотреть такие каналы, как этот, где я говорю чуть медленнее, чем обычные люди. Потом вы можете смотреть блогеров, где люди говорят быстрее по-русски. Вы также можете смотреть фильмы, где люди говорят как обычные люди на улице. Конечно, смотреть фильмы немного трудно, но таким образом вы будете тренировать свой слух. Вам нужно много слушать. Только так вы можете улучшить свой русский и понимать, что говорят носители языка. У меня есть еще одно решение для вас. Вы можете менять скорость в видео и аудио. Например, это видео. Сейчас вы что-то понимаете и что-то не понимаете. Шаг первый. Вы смотрите это видео с начала до конца. Вы что-то понимаете, вы что-то не понимаете, вы смотрите незнакомые слова, вы переводите эти слова, вы сделали это, сейчас вы понимаете 100%, о чем я говорю в этом видео. Отлично, вы закончили. Шаг второй. Вы меняете скорость на 1,25. И вы снова смотрите это видео. И вы слушаете это видео. Вы можете сделать это несколько раз. Вы можете посмотреть это видео несколько раз. Но скорость будет 1,25. Шаг третий. Вы можете еще раз поменять скорость. Сейчас скорость будет 1,5. И вы снова смотрите это видео. Вы слушаете это видео. Вы можете послушать это видео несколько раз. Конечно, вы будете понимать меньше, но я уверена, что вы будете слышать какие-то знакомые слова. Может быть, сейчас вы понимаете 100%, но когда вы будете слушать со скоростью 1,5, вы будете понимать только 30%. Таким образом, вы тренируете свой слух. Вы можете выбирать любой контент и смотреть его с разной скоростью. Сначала вы можете слушать с обычной скоростью, потом вы можете слушать со скоростью 1,25, и если вы чувствуете, что вы готовы, вы можете пробовать слушать со скоростью 1,5. Также, если вы не понимаете это видео, сейчас вы смотрите со скоростью 1, вы можете поменять скорость на 0,75. Вы можете сделать это видео медленнее. Я уверена, что это хорошая тренировка. Я сама использую этот метод. Несколько лет назад я слушала подкасты на английском языке со скоростью 1. Несколько лет я ходила и слушала подкасты со скоростью 1. Потом я начала слушать подкасты со скоростью 1,25. И через какое-то время я начала понимать их тоже. И сейчас уже я слушаю подкасты со скоростью 1,5. И я тоже понимаю этот контент. Так я тренирую свой слух. Я очень надеюсь, что я
в будущем буду понимать носителей английского языка лучше. Я хочу повторить главную идею этого видео. Почему вы не понимаете носителей языка? Потому что вы не слышите слова в предложениях. Когда люди говорят, вы не понимаете слова в предложениях. Почему вы не понимаете слова в предложениях? Потому что люди говорят очень быстро. Люди говорят на своем родном языке и делают это быстро. Почему русские люди говорят так быстро? Русские люди говорят с обычной скоростью. Для вас это иностранный язык, для них это родной язык. Люди говорят с обычной скоростью. Как тренировать свой слух? Вам нужно больше слушать. Только так вы можете тренировать свой слух. И нужно слушать с разной скоростью. Как изменить скорость в видео или аудио? Это уже технический момент. Вы можете спросить в Гугле, как это сделать на Ютубе, например. Я желаю вам удачи. Надеюсь, это видео было полезным. Вы можете менять скорость аудио, вы можете менять скорость видео, вы можете практиковать русский язык дома самостоятельно. Вы можете использовать материалы. Внизу есть ссылки на мои подкасты. Если вы уже неплохо знаете русский, я рекомендую вам слушать подкасты. Это небольшие истории. В каждой истории есть транскрипция. Книга с историями внизу по ссылке. Пишите в комментариях, что вы хотите улучшить. И я сделаю следующее видео для вас с этой темой. Если вы хотите изучать язык, но у вас нет времени, посмотрите это видео. Как не терять мотивацию? Это видео уже на канале. Увидимся здесь.